Добрый день! Вы уже посмотрели первую часть нашего учебного фильма, и кто-то из вас попробовал либо все упражнения, либо какую-то часть на собственном теле. Скорее всего, у вас сформировалось какое-то доверительное отношение к тому, что предложенные вам упражнения так или иначе влияют на развитие ваших мышечных волокон. Будем считать, что каким-то образом мышечный корсет у вас сформирован, мышца подготовлена к дальнейшей работе, и сегодня мы переходим к разбору биомеханики движений при формировании траектории йокогири, как киаги, так и кикоми. Почему важна биомеханика в данном упражнении? Во-первых, потому что без знания этих принципов последовательности работы суставных звеньев вы не сможете быстро выполнять техническое действие. С другой стороны, может быть и бог с ним, что вы не будете делать его быстро, но зная правильную последовательность работы суставов, вы сохраните свое здоровье на долгие годы вперед. Потому что, как это не печально, но именно выполнение боковых ударов, как то маваши, ура-маваши и особенно йокогири, приводят к формированию профзаболеваний, которые в медицине называются артрозом тазобедренных суставов. Вот для того, чтобы избежать в перспективе каких-то заболеваний, мы и разбираем очень подробно биомеханику данного действия. Первый блок упражнений мы выполняем с контролем равновесия. Данный контроль обеспечивается за счет того, что мы либо держимся за какую-то перекладину, соответствующую нашему росту, либо, если у нас нет гимнастической стенки, то это может быть обыкновенная стена с гладкой поверхностью, где мы можем просто рукой на что-то опираться, держаться или опираться. Первое упражнение. Мы разворачиваем стопу близ стоящей к опоре ноги пальцами в сторону опоры, держимся, соответственно, за какую-то перекладину либо за стену и поднимаем вторую ногу коленом прямо перед собой. Пальцы стопы смотрят чуть-чуть вверх, не вниз, вот этого у нас нет, и даже не совсем вперед, а мы чуть-чуть натягиваем носок на себя. Вот мы стоим, держимся за коленку, и первое упражнение мы выводим бедро в сторону и возвращаемся обратно. Бедро в сторону и возвращаемся обратно. В сторону и обратно. В сторону и обратно. Должно быть выполнено еще одно условие. Колено должно быть как можно ближе к уровню груди. Выполнять движение здесь можно, но малоэффективно. Поэтому держим колено вверху и опять делаем бедро в сторону и возвращаем его в исходное положение. После какого-то количества повторений поворачиваемся и выполняем то же самое движение, но уже с другой ногой. Опять бедро в сторону и возврат. Бедро в сторону и возврат. Бедро в сторону и возврат. Второе упражнение еще больше увеличивает прокручивание берцовой кости в тазобедренном суставе. То есть мы прокручиваем таз в движении. Происходит это следующим образом. Мы точно так же держимся за коленку, также убираем бедро в сторону и после этого прокручиваемся вперед.
возвращаемся на место и возвращаемся в исходное положение. Бедро в сторону, дальше проворачиваем тазобедренный сустав и возвращаемся в исходное положение. В сторону, поворот, поворот и на месте. В сторону, поворот, поворот и на месте. И, как обычно, мы меняем левую и правую сторону и точно так же делаем со второй ногой. Бедро в сторону, проворот, поворот и возвращаемся на место. В сторону, поворот, поворот и на место. Снова в сторону, снова поворот и возвращаемся на место. Третье упражнение мы добавляем к работе на вращение в тазобедренном суставе работу в коленном суставе. То есть мы распрямляем ногу и используем для этого распрямления выталкивание мышцами бедра. То есть приводящая мышца бедра выталкивает стопу в сторону. На начальном этапе движение может быть горизонтальным, потом постепенно чуть выше, чуть выше, чуть выше. Ну, у кого хватит терпения и желания, можно делать до вертикальной оси, было бы у вас до этого находа. Значит, вот мы опять стоим в исходном положении, разворачиваем бедро, проворачиваем тазобедренный сустав и дальше толкаем колено в сторону. Толкнули, точно так же забрали бедро к себе и провернули его на место. Опять в сторону, проворот, выпрямление, возврат, поворот, в сторону, поворот, выпрямление, возврат, поворот. И точно так же симметрично мы работаем на вторую ногу. В сторону, проворот, выпрямление, возврат, поворот. В сторону, проворот, выпрямление, возврат, поворот. В сторону, проворот, выпрямление, возврат, поворот. Ну вот, элементарные вещи по работе суставов мы сейчас выполнили, теперь переходим к более сложному варианту. Теперь у нас опоры никакой нет, в качестве опоры собственные ноги, собственная сила мышц. Мы переходим к общей стойке для всех стилей карате, это шика-дач. Распределяем вес поровну в обе ноги, имеем хорошую подвижность коленных суставов, тазобедренных, и теперь пытаемся удерживать равновесие, поднимая колено вверх до уровня груди. И, соответственно, чуть смещаясь в одну или в другую сторону. Поднимаем колено, опускаемся в шика-дач. Поднимаем колено, опускаемся в шика-дач. Опускаясь в стойку или принимая позицию, мы все время работаем с носка на пятку. Все время с носка на пятку. Выталкивание от носка. Я толкаюсь, переношу вес, поднимаю, возвращаюсь с носка на пятку. Выталкиваюсь, поднимаю, возвращаюсь с носка на пятку. Пауза в одноопорном положении, ну, она минимальная только для того, чтобы вы чуть-чуть почувствовали баланс. Вытолкнулись и вернулись. Вытолкнулись и вернулись. Вытолкнулись и вернулись. Вытолкнулись и вернулись. Нужно также отслеживать момент коленного сустава опорной ноги. Когда мы делаем выталкивание, коленный сустав, это сложно показать одному человеку,
но тем не менее я попытаюсь. Когда мы здесь выталкиваемся, колено опорной ноги остается в недораспрямленном состоянии. То есть мы вытолкнулись, колено осталось согнутым. Вытолкнулись в эту сторону, колено опять осталось согнутым. И оставаясь на подпружиненных коленках, мы смещаемся лево-право и поднимаем колено до уровня груди. До уровня груди. До уровня груди. Как мы помним, мы выполняем упражнение абсолютно одинаковое количество раз на левую и правую сторону. После того, как мы симметрично нагрузили обе ноги, на начальном этапе можно встать, походить, расслабить мышцы ног, отдохнуть, настроиться и после этого вернуться опять в шикадач и начать выполнять следующее упражнение. Оно последовательно повторяет все то же самое, что мы нарабатывали, держась за перекладинку, либо за некую стену, за некую поверхность. Выглядит это все следующим образом. Мы опять распределяемся в шикадач. Точно так же выталкиваемся с носочка, поднимаем колено до уровня груди. После этого проворачиваем тазобедренный сустав. Проворачиваем сустав, проворачиваем. После этого толкаем коленом пятку в сторону. После этого забираем, разворачиваемся, становимся стойкими. И точно так же работает вторая нога. Мы поднимаем колено до уровня груди, проворачиваемся в тазобедренном суставе, проворачиваемся в тазобедренном суставе. После этого толкаем коленом пятку в сторону. Вытолкнулись, вернулись, развернулись и от носка опять распределились в стойку. Если просчитывать это все ич, ни, сан, ши, го и так далее, то получится следующее задание. Ич, ни, сан, ши, го, ро. Ич, ни, сан, ши, го, ро. После того, как сформировалась привычка правильно вкручивать суставы и делать движение от себя и к себе, можно все это соединять в одно цельное движение, полностью убирая какие-то паузы между фазами в приеме. Происходит это следующим образом. Снова стойка шикадач, положение рук перед собой. И мы делаем поочередно право-лево или лево-право, как кому нравится, йога-гири, гиколь. Мы выходим, вытягиваем, забираем, возвращаемся. Выходим, вытягиваем, забираем, возвращаемся. Мы выходим, вытягиваем, забираем, возвращаемся. Выходим, вытягиваем, забираем, возвращаемся. Мы выходим, вытягиваем, забираем, возвращаемся. Выходим, вытягиваем, забираем, возвращаемся. Делать движение цельным значительно проще, чем выполнять его по фазам. Но для того, чтобы сделать его цельным, нужно пройти и, собственно, подготовительные фазы. Спасибо, что смотрели.